Всем большой привет! Сегодня костер из серии небольших пищевых костров, который мы в детстве называли пикуль. Этот костер очень хорош для тех случаев, когда вам необходимо вскипятить небольшое количество воды, ну скажем, вот такой небольшой котелочек на 500 мл в условиях достаточно влажного леса. В этом костре достаточно хорошо горят влажные веточки, сучки, потому что этот костер постоянно разгоняется вертикальной тягой. То есть он работает, ну, можно сказать, что по принципу финской свечи. Костер это делается очень быстро, очень просто, без использования инструментов. Из того, что вы нашли вот непосредственно у себя под ногами. Для того, чтобы сделать опорные колышки для этого костра, достаточно найти два вот таких сосновых сучка, ну или каких-то еще сырых ветки, диаметром, ну, 2,5-3 сантиметра. Этого будет достаточно. И сделать 4 отрезка длиной примерно 25-30 сантиметров. Делается это тоже легко, без инструментов, либо об дерево ломается, либо об какой-то ствол валежин. Далее эти колышки вбиваются в землю с помощью какого-нибудь толстого сучка. Совсем не обязательно вбивать все эти колья на одинаковую высоту. Когда мы используем небольшой котелок, мы его будем ставить не сверху, а между этими колышками, и он будет держаться вне зависимости от того, одинаковой высоты вот эти опорные колья, либо нет. Далее между этими колышками устанавливается кружка, котелок, а здесь разводится костер. Толщины вот этих опорных палок, сучков достаточно для того, чтобы они не перегорели в течение 15, может быть даже 20 минут. Поэтому за это время вода в таком маленьком котелочке успевает закипеть. Все, сейчас разводим здесь самый обычный костерок из тех палочек, веточек, которые поднялись с земли. Пусть они будут влажные, ничего страшного, здесь все будет прекрасно гореть. Вот такой небольшой практичный костерок, достаточно быстрый для быстрого кипячения воды в небольших объемах. Для того, чтобы закипятить больший объем, необходимо использовать уже сырые колья, и колья эти должны быть в диаметре от 5 сантиметров, для того, чтобы обеспечить достаточно длительное горение, ну порядка около часа, чтобы они не перегорали. Для того, чтобы вскипятить небольшой котелочек воды, вполне достаточно вот такой конструкции из 4 даже сухих сучков, как это было показано здесь. Два сучка, которые были потоньше, они перегорели быстрее. Эти потолще держатся еще бодряком, но и тут хватит где-то еще минут на 10-15 горения хватило бы. Конечно же, всегда есть риск того, что эти опорные сучки перегорят быстрее, чем закипит вода. Ну, если страшно, можно перестраховаться и сделать их всегда потолще заранее. Эта кружка, здесь 450 мл, закипела за 11 минут. Не самый лучший результат, но и не самый худший, потому что костер работал на влажных сучках. Рекомендую всем попробовать этот костер. Кто-то его обязательно полюбит, ну а кто не полюбит, для расширения кругозора тоже полезно. А на этом все. Увидимся в лесу. Всем пока.